Привет! Это краткий обзор недавних приключений Хань Ли. Он только-только закончил свое уединение, а секта его уже ждет с обязательным заданием. И это, я вам скажу, вылилось в совершенно неожиданную охоту. Так что слушайте, чтобы быть в курсе перед следующими главами. Во-первых, задача на первый взгляд казалась простой – добыть сброшенную кожу могущественного зверя-миража. Но вот незадача. Прибыв на место, Хань Ли видит одни руины. Оказывается, зверь только что закончил свою 10-летнюю вылазку и, снес целый город. Хань Ли опоздал. Ждать еще 10 лет? Нет, это точно не для него. Он, конечно же, ищет другой путь. Через подпольную сеть, гильдию странников, он находит древний заказ на убийство этого же самого зверя. И тут выясняется, что это не просто монстр, а мастер иллюзий, чьи обманы почти невозможно отличить от реальности. Так что Хань решает атаковать. И, наконец, сама битва. Это был настоящий поединок умов. Иллюзии зверя были настолько сильны, что Хань Ли чуть было не атаковал сам себя. Но он сохранил хладнокровие, разгадал трюк и понял, что истинное тело врага спрятано прямо внутри его же собственной атаки. Уничтожив зверя, он забирает награду. Но времени на отдых нет. Секта тут же отправляет его на новое дело. Вот так Хань не только выполнил свое первое задание с помощью хитрости и силы, но и, не теряя времени, сразу же взялся за новую опасную миссию. А теперь слушаем дальше. Глава 221. Вино и беседа. Спустя год в обширном горном хребте на юго-западе континента Древнего Облака. Весь горный хребет был окрашен в ярко-красный цвет, а земля была усеяна бесчисленными вулканами, из которых время от времени извергались столбы расплавленной лавы. Один огненный столб за другим вздымался к небесам, представляя собой потрясающее зрелище. Непрерывно раздавались раскаты грома, небо было затянуто огненными облаками, а в воздухе витал сильный запах серы. Глубоко в горном хребте находилась гора, усеянная отверстиями, что придавало ей вид пчелиных сот, и это был никто иной, как пик огненного облака. Вспышка лазурного света, и на месте появился Хань Ли. Он огляделся, а затем немедленно полетел к одной из шахт внизу. Примерно через полмесяца. Две фигуры, одна большая и одна маленькая, вели ожесточенную битву внутри огромной шахты глубоко под пиком огненного облака. Каждое столкновение между ними вызывало оглушительный грохот, от которого содрогалась вся гора, а сверху дождем сыпались бесчисленные камни. Меньший из двух фигур был никто иной, как Хань Ли, и все его тело было окутано лазурным светом, когда он обрушивал на противника град ударов кулаками. Большей фигурой была гигантская красная ящерица длиной 20 метров, которая казалась чрезвычайно проворной. Кроме того, она изрыгала из пасти столбы обжигающего огня, но ни один из них не смог попасть в Хань Ли. Напротив, Хань Ли часто попадал своими ударами, и с каждым ударом, достигавшим цели, на толстой чешуе красной ящерицы появлялась трещина. Вскоре все тело ящерицы было покрыто ранами, а чешуя на многих участках тела была сломана. Она уже довольно давно пыталась сбежать из боя, но Хань Ли не позволял ей уйти. В этот момент Хань Ли нанес еще один удар кулаком, но по какой-то причине ящерица на этот раз даже не попыталась увернуться, позволив отбросить себя в сторону и врезаться в скалу позади нее. Большая часть чешуи на ее спине была полностью разрушена ударом, и она сильно кровоточила. Когда ящерица приблизилась к скале, она внезапно открыла пасть и изрыгнула столб красного пламени, который мгновенно расплавил скалу, превратив ее в расплавленную лаву. Красная ящерица уже собиралась скрыться в расплавленном проходе, который она сама себе создала, когда сзади на нее обрушилась массивная проекция черной сабли. Проекция сабли была пропитана огромным количеством сил закона, и без защиты чешуи тела ящерицы было мгновенно разрублено надвое. Сразу же после этого проекция сабли распалась на несколько десятков более мелких проекций, которые разлетелись во все стороны, уничтожая зарождающуюся душу ящерицы, прежде чем она успела сбежать. Хань Ли сделал рукой призывной жест, и черная сабля вернулась в его руку. Эта гигантская красная ящерица была виновницей всех исчезновений шахтеров. Она не была особо сильной, но ее чешуя была чрезвычайно прочной, и она могла легко расплавлять скалы, чтобы передвигаться по недрам горы, что позволяло ей уходить от сражений или совершать эффективные внезапные атаки. Поэтому даже Хань Ли потребовалось полмесяца, чтобы наконец загнать зверя в ловушку и убить его. Из распотрошенного живота зверя на землю высыпалась серия красных кристаллов, каждый из которых был размером с человеческую голову. Кристаллы были полупрозрачными, с огненно-красным свечением внутри, и они излучали обжигающий жар, подобно раскаленным кускам древесного угля, только во много раз сильнее. Так вот, значит, что такое кристаллы огненного происхождения, пробормотал Хань Ли,
опускаясь на землю и поднимая один из кристаллов, совершенно невосприимчивый к обжигающему жару, который излучал кристалл. Вкратце осмотрев кристалл, он взмахом рукава собрал все кристаллы огненного происхождения, лежащие на земле. Затем он обратил свой взор на красную ящерицу, несколькими небрежными взмахами черной сабли отрубил ей 4 когтя и убрал их, прежде чем улететь в другом направлении в виде лазурного луча света. Спустя год. Фигура быстро шагала к входу в боковой зал Дворца Высшего Прозрения, и это был никто иной, как Ханли, только что вернувшийся в секту. Он тихо вздохнул с облегчением, увидев впереди здание. Выполнив уже 2 задания, ему оставалось выполнить всего одно, и после этого он будет свободен делать все, что захочет в течение следующего столетия. С этой мыслью он вошел в зал и уже собирался что-то сказать, но обнаружил, что старика в серой мантии нет на месте. Поэтому он вышел из комнаты и остановил молодого слугу, который как раз проходил мимо. «Мои почести уважаемому старейшине», — поспешно произнес молодой человек, увидев мантию старейшины Ханли, и с этими словами почтительно поклонился ему. «Ты знаешь, куда делся старейшина из бокового зала?» — спросил Ханли. «Старейшина Хуянь сейчас должен быть в хижине Сотни Вин на пике Сотни Вин», — ответил молодой человек, указывая на ближайшую гору. С того места, где они стояли, Ханли мог видеть скопление зданий на вершине этой горы. На лице Ханли появилось странное выражение. Он махнул рукой, отпуская молодого слугу, и тут же полетел к пику Сотни Вин. Вскоре он добрался до горы и бросил взгляд на большое поместье впереди с белыми стенами и красными воротами. Над воротами были начертаны слова «Хижина Сотни Вин» чрезвычайно плавным почерком, граничащим с небрежностью, как будто кто-то сделал надпись в пьяном виде. Поколебавшись немного, Ханли высвободил свое духовное чувство, и, как и ожидалось, старик в серой мантии находился в хижине. Он на мгновение поправил свою мантию, а затем вошел в хижину через ворота. Внутри хижины находилась большая открытая площадка, по обеим сторонам которой располагались ряды растений в горшках, подобных тому, что был в боковом зале. Растения были самыми разнообразными, и все они не только выглядели чрезвычайно яркими и здоровыми, но и источали свой неповторимый аромат. Глаза Ханли слегка загорелись при виде этого. В ближайшем горшке росло зеленое духовное растение высотой с взрослого человека, усыпанное желтыми бобами, которые были очень похожи на те боевые бобы, которые Ханли забрал у 2 культиваторов стадии Великого Вознесения из секты Небесного Призрака. Только после долгого изучения растения он отвел взгляд, а затем направился к залу во дворе и постучал в дверь. «Старейшина Хуянь, младший Ли Фэюй, пришел повидаться с вами». После этого он встал у двери и стал ждать. Спустя несколько мгновений дверь распахнулась, и изнутри хлынул густой аромат вина. Лицо старейшины Хуяня было красным от опьянения, а в одной руке он держал ярко-зеленую чашу. «А, это ты». «Не думал, что ты вернешься так быстро», — небрежно произнес старейшина Хуянь, затем залпом осушил содержимое своей чаши и с удовольствием причмокнул губами. Затем он, пошатываясь, вернулся в зал и улегся на шезлонг, где взял ближайший кувшин, чтобы наполнить свою чашу, а затем снова залпом осушил ее содержимое. «Это поистине исключительное вино», — с удовлетворением вздохнул старейшина Хуянь. Ханли вошел в комнату, и его брови слегка нахмурились при виде пьяного старика, но затем он взял себя в руки и сказал: «Старейшина Хуянь, я выполнил 2-е задание, которое вы мне поручили». Зверь-ящерица, который собирался прорваться на стадию истинного бессмертного, пробрался на пик огненного облака, и я убил его. «Ах да, я уже получил сообщение об этом». «Ты неплохо справился, малыш», — ответил старейшина Хуянь, даже не взглянув на Ханли, и за это время он выпил еще 2 чаши вина. «Благодарю вас за похвалу, старейшина Хуянь. Я хотел бы получить следующее задание», — сказал Ханли, сложив кулак в приветствии. «К чему такая спешка? Ты уже достиг бессмертия, так зачем же ты все еще носишься, как будто твоя жизнь ограничена? Ты жаждешь большей силы или хочешь, чтобы тебя почитали сами небеса и земля? Если ты спросишь меня, то все это поверхностно и далеко не так привлекательно, как эта чаша вина в моей руке. Подойди и выпей со мной, а все остальное отложим на потом», — сказал старейшина Хуянь, доставая еще одну чашу, наполняя ее и похлопывая по стулу рядом с собой в знак приглашения. Ханли не хотел терять здесь время, но затем ему пришла в голову мысль, и он сел, взяв чашу. «В таком случае, прошу прощения за вторжение. Вот это настрой. Пей все хорошее вино, какое можешь, и наслаждайся каждым моментом жизни в полной мере. Вот мое кредо. За твое здоровье». Старейшина Хуянь чокнулся своей чашей с чаши Ханли, прежде чем залпом осушить ее, и Ханли последовал его примеру. Вино было очень сладким и ароматным, и, когда оно скользило по его горлу, сначала было довольно холодным, но, попав в его дантянь, превратилось в поток тепла. Этот поток тепла затем распространился по всему его телу, вызывая невероятно расслабляющее ощущение. Он почувствовал, как будто внезапно вознесся в облака,
а рядом с его ушами зазвучала бессмертная музыка, и это было поистине блаженное состояние. «Это исключительное вино», — воскликнул Ханли. «Ты мне нравишься, малыш». Люди всегда говорят, что вино затуманивает разум, но они забывают упомянуть, что только в состоянии опьянения можно отбросить все запреты и быть верным себе. 3000 великих законов Дао и смысл жизни, возможно, можно постичь только в состоянии опьянения. Мы с тобой, может быть, и бессмертные, но это то, чего мы не можем получить ни от чего другого. На, выпей еще. Старейшина Хуянь весело рассмеялся, снова наполняя чашу Хань Ли и свою собственную. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, услышав это. Казалось, что старейшина Хуянь просто пьяно болтает, но в его словах был какой-то более глубокий смысл. После возвращения Хань Ли в царство бессмертных его подстерегала опасность на каждом шагу, и он постоянно был настороже, не имея возможности отбросить свои запреты и быть верным себе. Это совершенно не соответствовало беззаботной жизни бессмертного, которую он раньше представлял себе. Однако, выпив эту чашу вина и услышав эти слова от старейшины Хуяня, он почувствовал, как будто все его беспокойства и разочарования исчезли, и он не мог не согласиться. Когда-то он был всего лишь мальчишкой из деревни, и до этого момента на своем пути совершенствования он постоянно испытывал огромное давление. Неужели так он должен был прожить остаток своего существования? Он уже достиг бессмертия, и теперь ему принадлежала обширная территория в могущественной секте, так что, похоже, настало время и ему наслаждаться жизнью в полной мере. Кроме того, возможно, только отбросив некоторые оковы и запреты, он сможет приблизиться к великому Дао. Нет, это неправильно. Внезапно он сильно потряс головой, чтобы избавиться от этих мыслей. Когда он впервые попал в царство бессмертных, возможно, именно из-за того, что он расслабился, он в конце концов потерял свои воспоминания и сокровища. В противном случае, учитывая его осторожный и стойкий характер, он никак не мог оказаться в таком ужасном положении. Он только что заново обосновался в царстве бессмертных, и если он снова потеряет бдительность, то очень велика вероятность, что его постигнет та же участь. Казалось, что в царстве бессмертных все спокойно и хорошо, но на самом деле опасность подстерегала на каждом шагу, и ему нужно было быть еще более осторожным, если он хотел выжить в этой враждебной среде. Все эти мысли промелькнули в его голове в одно мгновение, и в этот миг его решимость и стремление к великому Дао вновь окрепли. Это вино зеленой груши, верно? Как и ожидалось, это поистине выдающееся вино, похвалил Ханли, опрокидывая свою чашу, но его глаза стали чрезвычайно ясными, а чувство самодовольства, затуманившее его сердце, полностью исчезло. Глава 222. Родственной души по вину. А, так ты тоже разбираешься в вине? Спросил старейшина Хуянь, и в его глазах мелькнуло удивление. Я бы не осмелился назвать себя знатоком перед вами, старейшина Хуянь, с улыбкой ответил Ханли. И действительно, он был далек от эксперта по винам. Он лишь немного узнал об этом, когда Сунке часто таскал его с собой пить, пока не пересекали море Гросс, и так получилось, что это было одно из вин, которые он пил с Сунке. Однако тогда, когда он пил это вино, оно не вызывало у него таких откровений в сердце. Это просто фантастика. Ты мне понравился, как только я тебя увидел, но я и не думал, что ты тоже заядлый любитель вина. Давай, выпьем еще. Старейшина Хуянь был в восторге и встал со своего шезлонга, прежде чем вернуться в комнату. Когда он снова вышел, он держал в руках 7 или 8 разных кувшинов, которые один за другим поставил на стол. Стиль кувшинов был самым разнообразным, как и чаш, которые к ним прилагались. Там был медный кубок, а также чаши из нефрита, дерева, камня, золота и различных других материалов. Кроме того, на каждой чаше были выгравированы какие-то своеобразные узоры, и эти узоры, похоже, были рунами, а не просто украшением. Ханли сразу понял, что каждая из этих чаш и кувшинов — сокровище, но он понятия не имел, какими эффектами они обладают. В сердце Ханли зародилось любопытство, и он с улыбкой спросил: «Зачем вы принесли столько чаш, старейшина Хуянь?» Неужели каждый вид вина нужно подавать в своей собственной чаше? Старейшина Хуянь выглядел очень взволнованным и с энтузиазмом ответил: «Конечно. Хорошему коню нужно хорошее седло, и то же самое относится к вину. Если у тебя нет подходящей чаши, даже самое изысканное вино не будет иметь такого вкуса, как должно. Например, это вино зеленой груши нужно подавать в чашах из небесного лазурного нефрита. Еще один пример — это бессмертное вино красной шелковицы, которое нужно подавать в чашах из 10-тысячелетней зеленой лозы. Чтобы максимально раскрыть его аромат, Ханли кивнул в ответ и взял чашу с бессмертным вином красной шелковицы, которое было еще одним видом вина, которое он пил с Сунке, пересекая море Гросс. Сделав всего один маленький глоток, его глаза мгновенно загорелись. Бессмертное вино красной шелковицы, которое он пил с Сунке, было одним из самых ценных вин в коллекции Сунке, так что оно определенно было не худшего качества, чем это, но эта чаша вина была гораздо ароматнее по сравнению с ним.
Хань Ли сделал еще один глоток, внимательно смакуя его, быстро понял, в чем дело. Как оказалось, чаша из зеленой лозы источала древнюю ауру лозы, которая значительно усиливала аромат вина. Это бессмертное вино красной шелковицы изготовлено из тысячелетнего плода красной шелковицы, который является духовным ингредиентом огненного атрибута, а эта чаша из зеленой лозы содержит духовную ци древесного атрибута. Дерево порождает огонь, поэтому оно, естественно, усиливает аромат вина. Размышлял Хань Ли, и в его глазах появилось восхищение. Изначально он довольно скептически относился к утверждениям старейшины Хуяня, но теперь он знал, что действительно необходимо сочетать определенные вина с подходящими чашами. Совершенно верно. У тебя действительно есть талант к вину. Вот, попробуй это бессмертное вино текущего света, похвалил старейшина Хуянь, взяв белый кувшин и налив чашу мерцающего вина янтарного цвета. Хань Ли угостили несколькими видами вина подряд, и все они были редкими и изысканными. Он мало что знал о вине, но был отличным слушателем, и его готовность слушать и учиться доставляла старейшине Хуяню большое удовольствие. Эти вина не были похожи на обычные вина, поскольку это были бессмертные вина, которые были чрезвычайно полезны для совершенствования. Хань Ли был только на ранней стадии истинного бессмертного, и после того, как он выпил так много, его дантянь был уже до краев заполнен хаотическими энергиями, так что, скорее всего, ему потребуется много времени, чтобы полностью все переварить. Подумав об этом, он тут же перестал пить. Тем временем старейшина Хуянь продолжал опрокидывать одну чашу вина за другой, и было ясно, что его база совершенствования значительно превосходит базу Хань Ли. Хань Ли подождал немного, но, видя, что старейшина Хуянь не собирается останавливаться в ближайшее время, он вмешался. «Можем ли мы сделать небольшой перерыв, старейшина Хуянь? Я хотел бы кое-что вам сообщить. Знаешь, ты настоящий зануда. Ладно, выкладывай». Недовольно фыркнул старейшина Хуянь, садясь на стул. Хань Ли виновато улыбнулся, достал сокровище для хранения и протянул его старейшине Хуяню. Все кристаллы огненного происхождения, добытые на пике огненного облака за последние десятилетия, находятся там. Старейшина Хуянь принял сокровище для хранения, затем бегло осмотрел его содержимое своим духовным чувством и отбросил в сторону, после чего достал ту самую лазурную книгу и что-то в ней нацарапал. Похоже, секта очень высоко ценит эти кристаллы огненного происхождения, старейшина Хуянь. Могу я спросить, для чего используются эти кристаллы? Я вижу, что они содержат огромную духовную ци огненного атрибута, но они очень хрупкие, и я бы сказал, что они больше похожи на духовные камни, чем на другие виды руды огненного атрибута, сказал Хань Ли. Это вид топлива, используемого для переработки камней бессмертного происхождения, ответил старейшина Хуянь, даже не поднимая головы. Хань Ли был довольно удивлен, услышав это, и спросил, как эти кристаллы огненного происхождения используются при переработке камней бессмертного происхождения. Старейшина Хуянь поднял голову и с недоумением посмотрел на Хань Ли, а затем спросил, «Разве ты не знаешь о формации бессмертного происхождения 9 оборотов? Я никогда раньше о ней не слышал». Честно ответил Хань Ли. Понятно. Должно быть, ты недавно присоединился к секте, верно? Откуда ты родом? Спросил старейшина Хуянь. Вы правы, старейшина Хуянь. Я в секте менее века, и я родом с Уединенного острова на континенте Первобытной волны, ответил Хань Ли. Вот оно что. Континент Первобытной волны — очень отдаленное место, так что неудивительно, что ты не знаешь об этих вещах. Формация бессмертного происхождения 9 оборотов — чрезвычайно известная формация в Северном ледниковом регионе бессмертных, и она способна за короткое время соединить 100 первоклассных духовных камней в один, образуя единый камень бессмертного происхождения, объяснил старейшина Хуянь. Понятно. Неудивительно, что камни бессмертного происхождения так редки на континенте Первобытной волны, но в секте они кажутся гораздо более распространенными, задумчиво произнес Хань Ли с просветленным выражением лица. Конечно. Континент Первобытной волны и близко не сравнится с нашей сектой, с гордостью заявил старейшина Хуянь. С этими словами он перевернул руку, убирая лазурную книгу, а затем взял у Хань Ли его значок старейшины и добавил на него 180 очков заслуг. Благодарю вас, старейшина Хуянь. Пожалуйста, уделите мне еще немного своего времени и назначьте мне следующее задание. Это займет совсем немного времени, и после этого мы сможем вернуться к выпивке, сказал Хань Ли, сложив кулак в приветствии. Наконец-то у меня появилось время расслабиться, а ты тут пристаешь ко мне без конца. Старейшина Хуянь с недовольным видом посмотрел на Хань Ли, а затем пролистал несколько страниц книги заданий, прежде чем поднять голову и снова посмотреть на Хань Ли. Судя по тому, как ты торопишься выполнить свои 3 задания, я полагаю, ты хочешь сделать это как можно быстрее, чтобы вернуться к совершенствованию, верно? В таком случае у меня есть для тебя подходящее задание. В общей сложности на его выполнение уйдет всего несколько месяцев.
Хань Ли очень обрадовался, услышав это, и спросил, что это за задание. Для того, чтобы ученики внутренней секты могли стать прямыми учениками, они должны пройти испытание, и твое задание очень простое. Ты должен тайно защищать некоторых учеников внутренней секты, пока они будут проходить испытания, объяснил старейшина Хуянь. Хань Ли был несколько озадачен, услышав это. Защищать их тайно — совершенно верно. Эти ученики внутренней секты должны пройти испытания своими силами, и при нормальных обстоятельствах они не должны получать никакой помощи. Однако во время прошлых испытаний происходило много непредвиденных происшествий, поэтому стало традицией, что один или два старейшины стадии истинного бессмертного тайна сопровождают участников испытания ради их безопасности, объяснил старейшина Хуянь. Понятно. Когда начинается это задание? Спросил Хань Ли. Тебе повезло, задание начинается через 3 дня. Когда придет время, отправляйся во дворец восходящего солнца, и там тебя оповестят о конкретных деталях, ответил старейшина Хуянь. «Благодарю вас, старейшина Хуянь», — сказал Хань Ли с благодарным выражением лица. У старейшины Хуяня был довольно острый язык, но он был весьма добр к Хань Ли, и все 3 задания, которые он ему поручил, были относительно легкими для выполнения. «Не стоит благодарности, просто заходи выпить со мной, когда у тебя будет свободное время», — сказал старейшина Хуянь, пренебрежительно махнув рукой. «Обязательно», — с улыбкой ответил Хань Ли, а затем встал, чтобы уйти. Покидая комнату, он снова прошел мимо того духовного растения, усыпанного желтыми бобами, и не мог не остановиться, чтобы еще раз рассмотреть его. «Ты тоже знаком с воинами Даа?» — голос старейшины Хуяня раздался прямо за спиной Хань Ли, и Хань Ли был весьма удивлен тем, что старейшина Хуянь подошел к нему так близко, что он его не заметил. Однако к тому времени, когда он обернулся, он уже взял себя в руки и сказал: «Я лишь случайно слышал о них в прошлом». «Похоже, вы довольно хорошо разбираетесь в воинах Даа, старейшина Хуянь». «Конечно. Если я поставлю себя на 2-е место по мастерству воинов Даа, то никто в Даа Пылающего Дракона не осмелится претендовать на 1-е место», — с гордостью заявил старейшина Хуянь. Хань Ли был в восторге, услышав это, и, сложив кулак в приветствии, сказал: «Я всегда очень интересовался воинами Даа, но очень немногие люди знакомы с этим искусством, поэтому я никак не мог найти кого-нибудь, кто бы меня обучил. Не могли бы вы? Ты хочешь научиться у меня искусству воинов Даа?» «Нет, ни за что». «Я ни за что не буду тебя этому учить, так что даже не думай об этом», — перебил его старейшина Хуянь, энергично покачав головой, прежде чем Хань Ли успел закончить свою фразу. «Неужели по этому вопросу нет места для обсуждения, старейшина Хуянь?» — спросил Хань Ли. Старейшина Хуянь уже собирался раз и навсегда отказать Хань Ли, но было ясно, что Хань Ли ему понравился после того, как они выпили вместе, и он многозначительно произнес: «Это не совсем исключено. У меня есть 2 порока в жизни, один из которых — вино, а другой — искусство воинов Даа. Если ты сможешь найти рецепт бессмертного вина лучшего, чем те, которыми я сейчас обладаю, то, возможно, я тебя и научу». Он бесчисленное количество лет рыскал по земле в поисках восхитительных вин и рецептов, поэтому был уверен, что даже во всем северном ледниковом регионе бессмертных найдется не так много людей, которые смогут превзойти его в этой области. Хань Ли внутренне вздохнул, увидев уверенное выражение лица старейшины Хуяня. Он не особо разбирался в вине, но даже он мог сказать, что старейшина Хуянь — эксперт в этой области. Все бессмертные вина, которые он только что представил Хань Ли, были чрезвычайно редкими и восхитительными, и он понятия не имел, где ему найти что-то лучше. По-видимому, старейшина Хуянь действительно не хотел обучать Хань Ли искусству воинов Даа. «Хорошо, я сделаю все возможное, и если я найду что-то, что соответствует вашим критериям, я надеюсь, что вы не откажетесь от своих слов, старейшина Хуянь», — сказал Хань Ли. Несмотря на то, что шансы были крайне малы, он все же не хотел сдаваться. В крайнем случае, ему придется выпустить задание в гильдии странников, и он был уверен, что сможет что-нибудь найти, если будет готов заплатить цену. «Я никогда не отказываюсь от своих слов, так что не нужно пытаться меня подначивать. Если ты действительно сможешь найти такой исключительный рецепт вина, то я с радостью передам тебе свои знания в области искусства воинов Даа», — фыркнул старейшина Хуянь. «В таком случае я откланяюсь», — с легкой улыбкой произнес Хань Ли, затем сложил кулак в прощальном приветствии и удалился. Глава 223. Метка. Покинув хижину сотни вин, Хань Ли сразу же вернулся в секретную комнату своей пещеры и, активировав все ограничения внутри, сел, скрестив ноги. Выполнив подряд 2 обычных задания старейшины, он чувствовал себя довольно уставшим от напряженных путешествий, хотя ни одно из заданий не было особенно сложным. Теперь, когда у него было 3 дня на отдых, он мог переварить только что выпитые бессмертные вина и немного восстановить силы. Однако, вскоре после того, как он закрыл глаза, он внезапно снова открыл их, и его выражение лица слегка изменилось. Браслет для хранения на его запястье внезапно начал вибрировать без всякого предупреждения.
Прежде чем он успел что-либо сделать, мелькнула полоса черного света, и черная сабля вылетела сама по себе, а затем с невероятной скоростью унеслась вдаль, подобно черной молнии. Из-за того, как внезапно все это произошло, Хань Ли не смог сразу же остановить саблю, но он быстро среагировал и сложил ручную печать, и в секретной комнате мгновенно появились слои лазурного света, чтобы предотвратить побег сабли. Ослепительный черный свет вырвался из сабли, сопровождаемый чем-то похожим на звериный рык, и черная сабля с легкостью прорезала слои лазурного света, но в результате ее скорость немного снизилась. В этот момент Хань Ли во вспышке золотого света призвал свою священную ось мантры, и золотые волны распространились по окружающей местности в радиусе 30 метров, охватив черную саблю. В результате сабля снова замедлилась, на этот раз до трети своей прежней скорости, а сразу же после этого она была втянута обратно в руку Хань Ли невидимой силой притяжения. Черная сабля начала непрерывно вибрировать, пытаясь вырваться, но она была полностью зажата в тисках Хань Ли. Что происходит? Хань Ли нахмурился, увидев это. Фан Пань уже был мертв, и за все эти годы, что черная сабля находилась в его владении, он уже один раз тщательно переработал ее. Так почему же это происходит? Подумав об этом, он влил свое огромное духовное чувство в черную саблю, и то, что он увидел, было не очень приятным зрелищем. Как оказалось, черная сабля уже полностью вышла из-под его контроля, и внутри нее были вспышки невидимой силы, которые не пропускали его духовное чувство. Хань Ли холодно фыркнул, увидев это, и из его переносицы вырвался полупрозрачный свет, когда еще более мощное духовное чувство хлынуло наружу, образуя полупрозрачную проекцию меча длиной около 30 сантиметров, которая вонзилась в черную саблю. Проекция меча была создана Хань Ли с помощью его искусства наблюдения за мечом, и она с легкостью прорезала вспышки невидимой силы. Таким образом, Хань Ли смог пропустить свое духовное чувство сквозь слои ограничений внутри черной сабли, и его духовное чувство быстро достигло черного пространства, расположенного в самой глубине сабли. Пространство было усеяно бесчисленными черными узорами разной толщины, напоминающими бесчисленные паутины, которые образовывали огромный и сложный массив, а в центре массива стоял черный алтарь. Внутри алтаря парил шар искривленного черного света, который непрерывно мерцал, а узоры массива вокруг него также постоянно мигали, как будто резонировали с шаром черного света. Хань Ли был весьма ошеломлен увиденным. В прошлом он тщательно перерабатывал черную саблю, и его духовное чувство уже достигало этого места, но тогда узоры массива здесь были далеко не такими сложными. Скорее всего, это была истинная форма основного ограничения внутри черной сабли. Он обратил свой взгляд на шар черного света, и тот, похоже, почувствовал его взгляд, поскольку внутри него появилось довольно неясное лицо, которое посмотрело на Хань Ли. Черты лица были довольно размытыми, но глаза были довольно четкими, тонкими и длинными, напоминая острые лезвия, и излучали гневный и высокомерный блеск. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло при виде этого. Лицо было не очень четким, но оно определенно не принадлежало Фан Паню. Подумав об этом, он тут же понял, что владельцем сабли был не Фан Пань. Скорее всего, он позаимствовал ее у кого-то другого. Несмотря на то, что он тщательно переработал саблю, он никак не мог обнаружить эти скрытые ограничения, заложенные в саблю ее первоначальным владельцем. Внезапно Хань Ли осознал опасность, в которой он оказался. Владелец сабли активировал метку внутри нее, скорее всего, для того, чтобы определить ее точное местоположение и вернуть ее. И если этот человек выследит его, то у него будут большие неприятности. Как только эти мысли промелькнули в голове Хань Ли, он тут же создал массивную полупрозрачную проекцию меча, которая яростно обрушилась на шар черного света. Размытое лицо испустило гневный рев и превратилось в полупрозрачную черную цепь, довольно похожую по виду на цепи законов, разделяющие источник, прежде чем хлестнуть по проекции меча. Произошло ожесточенное столкновение, и черная цепь была разрублена надвое проекцией меча, прежде чем распасться на бесчисленные частицы черного света. Все узоры массива внутри черного пространства мгновенно померкли, и в то же время черная сабля также прекратила сопротивляться, а свет, исходящий от нее, угас. Она стала совершенно неподвижной и послушной, и только теперь казалось, что она была полностью переработана. Однако Хань Ли не был особенно рад этому. Вместо этого он обратил свой взгляд на черный алтарь, внутри которого находилось нечто среднее между руной и меткой, и оно испускало слабое духовное сияние. Это метка связи. Хань Ли тут же создал над алтарем еще одну полупрозрачную проекцию меча и обрушил ее на метку. Раздался громкий стук, и проекция меча была отброшена, а метка связи лишь слегка содрогнулась, прежде чем вернуться к своей первоначальной форме, казалось бы, совершенно неразрушимой. Выражение лица Хань Ли слегка омрачилось, увидев это, и вместо того, чтобы продолжать атаки, он отозвал все свое духовное чувство. Вернувшись в секретную комнату, он с нерешительным выражением лица посмотрел на черную саблю в своей руке. В тот момент, когда Хань Ли насильно ввел свое духовное чувство в черную саблю и попытался стереть метку внутри нее, в бесчисленных километрах от него на континенте Древнего Облака по небу летел огромный черный журавль размером в несколько километров.
Все тело журавля было покрыто металлически черным оперением, но перья на макушке его головы были золотистого цвета, напоминая корону. На поверхности его перьев виднелось слабое черное пламя, которое было особенно заметно на его крыльях, образуя два еще больших огненно-черных крыла вокруг его настоящих крыльев. Журавль быстро махал крыльями, летя с необычайной скоростью, покрывая расстояние в несколько сотен километров с каждым взмахом. На спине черного журавля, скрестив ноги, сидел коренастый мужчина в желтой мантии ростом около 3 метров. Вокруг него в воздухе парили более 100 желтых флагов массива, и все они испускали вспышки желтого света, образуя массив размером в несколько сотен метров, который мерцал, медленно вращаясь на месте. Он сложил ручную печать, и из его рук вырвались бесчисленные желтые руны, которые на мгновение закружились в воздухе, а затем влились в окружающий массив, и, похоже, он применял какой-то секретный метод. Внезапно желтый массив сильно содрогнулся, а затем взорвался, и все флаги массива разлетелись во все стороны. Лицо мужчины в желтой мантии слегка побледнело, он открыл глаза и выругался. Черт возьми, взмахом рукава он собрал все разбросанные флаги массива, которые слетелись обратно и влетели ему в голову, исчезнув без следа. «Вам удалось его выследить, хозяин?» — спросил гигантский черный журавль пронзительным голосом. «Мне это почти удалось. Тем не менее, я определил примерное направление, в котором он находится. Какой же бесполезный мусор этот Фан Пань. Мало того, что он погиб, так еще и потерял мой клинок черного императора, убивающий бессмертных», — проворчал мужчина в желтой мантии. «Фан Пань был всего лишь дураком с посредственными способностями, как он мог сравниться с вами?» С оттенком насмешки в голосе заметил гигантский журавль. «В любом случае, клинок черного императора, убивающий бессмертных, это мое связанное бессмертное сокровище, и я не могу позволить себе его потерять. Если бы я знал, что так получится, я бы никогда не одолжил его Фан Паню», — проворчал мужчина в желтой мантии с разочарованным выражением лица. Кстати, этому Хань Ли чертовски повезло. Мало того, что он не погиб 300 лет назад, так еще и умудрился убить Фан Паня. Впрочем, теперь, когда вы идете за ним, похоже, его удача подошла к концу, подобострастно произнес черный журавль. Я не знаю, какую тайну хранит этот Хань Ли, из-за которой Фан Пань так стремился его уничтожить. Должен сказать, мне очень любопытно. Я должен убедиться, что этот старый пердун ничего не узнает. Иначе мне не достанутся его секреты, холодно произнес мужчина в желтой мантии, и от его тела начала исходить огромная аура, заставляя его мантию раздуваться. Воздух вокруг него загудел и задрожал, раздалась серия громких тресков и щелчков. Гигантский черный журавль невольно слегка содрогнулся перед лицом ужасающей ауры мужчины в желтой мантии, опустив голову, еще немного ускорился. Посмотрев некоторое время на черную саблю в своей руке, Хань Ли внезапно отложил ее и быстро сложил серию ручных печатей. Из его рук мгновенно вырвался ослепительный лазурный свет, образуя серию больших лазурных рун, которые опустились на черную саблю. На поверхности сабли тут же появились лазурные руны, и их количество только увеличивалось, распространяясь по всей сабле в мгновение ока. Внезапно черная сабля превратилась в лазурную, не излучающую ни малейшей ауры. Это был метод запечатывания сокровищ, которому Хань Ли научился в прошлом, и, применив его, он достал длинную черную шкатулку, которая явно тоже была сокровищем. Поверхность шкатулки мерцала духовным светом и испускала своеобразную ауру. Он положил черную саблю в шкатулку, а затем перевернул руку, чтобы достать несколько талисманов, которые он также наклеил на шкатулку. Его брови слегка нахмурились, когда он посмотрел на черную шкатулку в своей руке. Даже наложив столько печати на саблю, он все еще не был уверен, что ее прежний владелец не сможет ее почувствовать. Следовательно, пока эта сабля оставалась рядом с ним, всегда существовал риск того, что ее прежний владелец сможет его выследить. Он не знал, какие отношения связывали Фан Паня с прежним владельцем сабли, но они оба определенно были его врагами. По-видимому, владелец сабли должен был использовать какой-то особый метод переработки, чтобы заложить в саблю такую стойкую печать. По собственным оценкам Хань Ли, учитывая его нынешний уровень силы, если он хотел полностью стереть печать, то единственный способ сделать это — медленно перерабатывать ее с помощью своего зарождающегося пламени, а на это у него уйдет как минимум столетие. Это было слишком много времени, чтобы тратить его на одно оружие, и он слегка растерялся, не зная, что делать. Глава 224. Переложить проблемы на другого. После долгих раздумий Хань Ли принял решение. Эта сабля, приносящая одни лишь проблемы, не стоила времени, необходимого для ее переработки. Гораздо разумнее было ее продать. Пусть сабля и обладала внушительной силой, собственная безопасность была для Хань Ли превыше всего. Немедленно минуты он достал маску гильдии странников и надел ее. Вскоре перед ним возникла огромная проекция лазурного массива. Хань Ли обратил свой взор на раздел торговли и создал задание на продажу.
Существовало два способа продать что-либо в гильдии странников. Первый заключался в том, чтобы выставить изображение предмета и указать свои намерения, оставив возможность для переговоров с потенциальными покупателями. Второй способ — установить фиксированную цену, не подлежащую обсуждению. Хань Ли, не раздумывая, выбрал второй вариант, установив цену в 50 камней бессмертного происхождения. Учитывая мощь и качество сабли, это была весьма привлекательная цена. В сложившейся ситуации он стремился избавиться от сабли как можно скорее, поэтому не стал скрывать, что на ней осталась метка связи предыдущего владельца. В гильдии странников торговали множеством краденных вещей, и это не считалось чем-то предосудительным. В мире культивации кража сокровищ была обычным делом, поэтому покупателей не волновало происхождение приобретаемых предметов. Вероятно, именно поэтому столь многие были готовы заплатить высокую цену за членство в гильдии. Хань Ли поместил деревянную шкатулку с саблей на телепортационный массив в центре проекции, и она мгновенно исчезла во вспышке света. Он не хотел расставаться с таким могущественным артефактом, но вместе с тем испытал облегчение. Собираясь снять маску, Хань Ли вдруг вспомнил о чем-то и создал еще одно задание — на поиск рецептов бессмертных вин. Старейшина Хуянь обладал обширной коллекцией изысканных вин, поэтому найти что-то, чего у него не было, представлялось непростой задачей. Тем не менее, Хань Ли решил попытать удачу. Сняв маску, он облегченно вздохнул. После напряженных событий последних дней он чувствовал себя утомленным. Закрыв глаза, Хань Ли окутался слабым лазурным светом. 2 дня пролетели незаметно. Открыв глаза, Хань Ли ощутил прилив сил. Он тут же достал маску гильдии странников и надел ее. Как и ожидалось, черная сабля была продана. «Слава небесам!» — пробормотал Хань Ли, пересчитывая 50 камней бессмертного происхождения в своих руках. Будет ли новый владелец сабли преследоваться ее прежним хозяином, его больше не волновало. Приобретение столь могущественного артефакта за 50 камней было настоящей удачей, и покупателю, вероятно, придется заплатить дополнительную цену в другом месте. Задание на поиск рецептов вин, к сожалению, не принесло результатов. Хань Ли и не питал особых надежд, поэтому убрал маску и покинул секретную комнату. Только-только забрезжил рассвет. Солнце, поднимаясь на востоке, окрасило землю в теплые золотые тона. Снежные вершины горного хребта колокольного звона, покрытые золотистым сиянием, выглядели еще более ослепительно и прекрасно, чем обычно. Хань Ли сделал глубокий вдох, ощущая бодрящий холодок утреннего воздуха. Наступил 3-й день, время отправиться во дворец восходящего солнца. Хотя задание не предполагало особой опасности, Хань Ли, по своей осторожной натуре, тщательно проверил все свои пилюли и снаряжение, убедившись, что у него есть все необходимое, прежде чем покинуть пик багрового рассвета. Спустя почти полдня Хань Ли вышел из зала телепортации, превратившись в полосу лазурного света, устремился к величественному золотому дворцу. Дворец, высотой более 30 метров, производил внушительное впечатление. По обе стороны от ворот красовались изображения солнца. Над воротами висела табличка с надписью «Дворец восходящего солнца». Во дворце уже собралось немало людей. Судя по их одежде, это были ученики внутреннего двора, ожидающие чего-то. Хань Ли колебался, стоит ли входить, когда к нему подошел молодой человек с квадратным лицом в одежде слуги. Сложив кулак в приветствии, он спросил: «Вы старейшина ли?» Хань Ли кивнул. «Меня зовут Фан Юй, я слуга во дворце восходящего солнца». «Пожалуйста, следуйте за мной, старейшина ли?» — с улыбкой произнес молодой человек и направился к боковой двери дворца. Хань Ли последовал за ним. Они вошли в боковой зал, обставленный лишь столом и несколькими стульями. В зале сидел мужчина средних лет в ученой мантии. Он с наслаждением потягивал чашку духовного чая, опустив голову. Услышав шаги, мужчина поднял голову. Хань Ли слегка озадачился, увидев его, и поприветствовал, сложив кулак. «Давно не виделись, братцу». Мужчина в ученой мантии был одним из старейшин, не являющихся коренными жителями секты, которые вместе с Хань Ли выполняли задание заместителя лорда Да Сюн по усовершенствованию мечей. Они были в дружеских отношениях. И правда, брат ли? Я слышал, что ты все это время совершенствовался в уединении. Когда ты вышел из затворничества? Спросил Су Тунсеа с широкой улыбкой, отставляя чашку и жестом приглашая Хань Ли присесть. Тем временем молодой человек с квадратным лицом уже приготовил чашку духовного чая и для Хань Ли. «Я вышел из затворничества уже некоторое время назад», — с улыбкой ответил Хань Ли. «Ты тоже взял задание по защите учеников внутреннего двора во время их испытания на повышение?» «Да». «В последнее время у меня туго с деньгами, поэтому приходится выполнять больше заданий, чтобы заработать очки заслуг», — ответил Су Тунсеа с кривой усмешкой. Хань Ли кивнул. Внезапно он, похоже, заметил что-то неожиданное, и в его глазах мелькнуло удивление. Сложив кулак в приветствии, он произнес:
Похоже, ты уже открыл 12 бессмертных акупунктурных точек. Поздравляю, брат Су. В секте было немало культиваторов на стадии истинного бессмертного, но большинство из них находились на ранней стадии. Культиваторов на средней стадии встречались гораздо реже, а на поздней стадии их было совсем немного, не считая заместителей лордов Даа. Я много лет застрял на ранней стадии истинного бессмертного, и только чуть больше 10 лет назад мне наконец удалось совершить прорыв. Однако для этого мне пришлось потратить практически все свои очки заслуг, и именно поэтому я взял это задание, ответил Су Тунся. Он пытался сохранять спокойствие, но в его глазах читалось нескрываемое волнение. Если бы я мог совершить такой же прорыв, я бы с радостью отдал все свое имущество, не говоря уже об очках заслуг. Должен признать, я тебе очень завидую, брат Су, усмехнулся Ханьли. Лесть Ханьли тешила самолюбие Су Тунся, и он не смог сдержать смех. Ты, конечно, шутишь, брат Ли. Я вижу, что ты тоже значительно продвинулся в своей базе совершенствования за эти десятилетия уединения. Молодой человек с квадратным лицом, все это время стоявший в стороне, вмешался. Пожалуйста, подождите немного, уважаемые старейшины. Испытание начнется не скоро, и когда придет время, вам сообщат о подробностях задания. Понятно. Уверен, ты очень занят, так что можешь идти, сказал Су Тунся, махнув рукой. Молодой человек поклонился двум старейшинам и удалился. Ты его знаешь, брат Су? Спросил Ханьли, беря чашку с чаем и делая глоток. Чай был очень насыщенным и ароматным. Его вкус еще долго оставался во рту, что говорило о его исключительном качестве. Я несколько раз выполнял это задание в прошлом, поэтому встречался с ним, объяснил Су Тунся. Понятно. В таком случае мне придется поучиться у тебя, брат Су. Это задание кажется простым, но я не могу отделаться от чувства, что оно не такое, как кажется на первый взгляд, сказал Ханьли, ставя чашку на стол. Ты прав, брат Ли. В этом задании есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Взгляни на учеников внутреннего двора в главном зале. Говоря это, Су Тунся щелкнул пальцами, выпустив полосу синего света, которая упала на одну из стен бокового зала. Стена мгновенно покрылась мягким синим светом и постепенно стала прозрачной. По ту сторону стены находился главный зал, и они могли видеть все, что там происходило. Однако, что было весьма интересно, никто в главном зале, похоже, не заметил изменения в стене. Твое владение способностями водного атрибута по-прежнему безупречно, брат Су, с приподнятой бровью похвалил Ханьли. Ты слишком добр, брат Ли, с довольной улыбкой ответил Су Тунся. Ханьли обратил свой взор на учеников внутреннего двора в главном зале. Все они были довольно молоды. Было ясно, что они обладали исключительными способностями, и все достигли стадии пространственного закаливания. Хотя возраст культиватора нельзя определить только по его внешности, Ханьли с первого взгляда понял, что никому из культиваторов в зале не было больше 1000 лет. Даже в северном ледниковом регионе бессмертных достичь стадии пространственного закаливания в столь юном возрасте было крайне редко. Очевидно, что эти ученики получали огромную поддержку в плане ресурсов, что дополняло их выдающиеся способности. Внезапно Ханьли заметил красивую молодую женщину в белом платье. Это была никто иная, как Бай Суюань. Ранее он лишь мельком взглянул на учеников, поэтому не заметил ее. Ее внешность практически не изменилась, но она уже достигла средней стадии пространственного закаливания. По-видимому, она только недавно совершила прорыв, но это все равно был поразительный прогресс. Впрочем, это не было столь удивительно, учитывая, что она обладала бессмертным телосложением лунного света с 7 врожденно пробужденными бессмертными акупунктурными точками, а также наставлениями мастера стадии золотого бессмертного и бесконечным запасом пилюль от секты. Как ты, наверное, заметил, все эти ученики обладают выдающимися способностями. Более того, большинство из них являются потомками различных старейшин и даже заместителей лордов Даа секты, многозначительно произнес Су Тунся. Хань Ли лишь кивнул в ответ. Невозможно было понять, о чем он думает. Все ученики внутреннего двора в главном зале держались с видом превосходства и были довольно расслаблены, несмотря на то, что находились в престижном дворце восходящего солнца. Более того, их тела слабо светились духовным светом, что явно указывало на то, что они носили исключительные защитные духовные сокровища. Однако это касалось не всех учеников. 4 или 5 из них стояли молча у края зала, и их тела не излучали духовного света, что делало их вид довольно жалким по сравнению с остальными. Прямые ученики станут учениками либо 13 лордов Даа стадии Золотого Бессмертного, либо заместителей лордов Даа. Они должны не только достичь стадии пространственного закаливания, но и пройти это последнее испытание, чтобы официально получить такой статус. Эти ученики считаются сливками общества, и они будут получать всестороннюю поддержку от секты во всех областях, включая искусство совершенствования, пилюли, ресурсы и территории.
Преимущества, которые получают прямые ученики, значительно превосходят преимущества обычных учеников внутреннего двора. В противном случае, эти старейшины и заместители лордов Daa ни за что не позволили бы своим драгоценным потомкам участвовать в этом испытании, продолжил Су Тунсия с ноткой насмешки в голосе. «Какова цель этого испытания, брат Су?» — спросил Хань Ли. «Видишь ли, все эти ученики обладают исключительными способностями и усердно совершенствовались на протяжении веков, но им не хватает опыта в реальных ситуациях жизни и смерти, и именно в этом заключается цель этого испытания», — объяснил Су Тунсия. Хань Ли кивнул в ответ, затем снова перевел взгляд на Бай Суюань, и в его глазах мелькнуло замешательство. Су Тунсия быстро заметил, на кого смотрит Хань Ли, и спросил: «Эта женщина Бай Суюань. Ты ее знаешь, брат Ли?» Глава 225. Встреча с Сун Кэ. Она моя знакомая. Мы с ней одновременно вступили в Daa Пылающего Дракона. «Похоже, ты тоже ее знаешь, брат Су», — ответил Хань Ли, кивнув. Исключительные способности Бай Суюань привлекли внимание лорда Daa с фамилией Юнь, как только она вступила в секту, но с тех пор она держалась довольно скромно, поэтому о ней не должно было быть известно многим. Несколько лет назад я взял задание, выданное лордом Daa Юнь, и так получилось, что встретил ее. Судя по всему, она обладает бессмертным телосложением лунного света и достигла своей нынешней базы совершенствования всего за столетие. Уверен, что скоро она прославится на всю секту, заметил Су Тунсия. Бай Суюань была принята в ученицы лордом Daa Юнь, так что она уже является прямой ученицей, верно? В таком случае, почему она участвует в этом испытании? С недоумением спросил Хань Ли. Она, возможно, уже является прямой ученицей, но правила секты должны соблюдаться. До этого она все время находилась в уединении, но теперь, когда она достигла стадии пространственного закаливания, она также должна пройти это испытание, чтобы официально стать прямой ученицей, объяснил Су Тунсия. «Понятно», — задумчиво ответил Хань Ли. В этот момент в зал вошел слегка полноватый молодой человек. Он был одет в мантию ученика внутреннего двора и, похоже, тоже был одним из участников испытания. Хань Ли мельком взглянул на него, и в его глазах мелькнуло удивление. Новичком оказался никто иной, как Сун Кэ, с которым Хань Ли путешествовал на континент Древнего Облака. Каким-то образом ему удалось вступить в Daa Пылающего Дракона и за несколько десятилетий заработать право на участие в этом испытании. Как только он вошел в зал, все остальные ученики тут же обернулись к нему. Похоже, он чувствовал себя неловко под пристальными взглядами. Он на мгновение остановился, а затем улыбнулся всем. Все ученики внутреннего двора на мгновение посмотрели на Сун Кэ с насмешкой в глазах, а затем быстро вернулись к своим разговорам. Только Бай Суюань улыбнулась ему в ответ. Сун Кэ, похоже, не был удивлен таким холодным приемом. Он самостоятельно прошел в угол главного зала, где начал осматриваться и изучать остальных учеников. Ученики в зале разделились на 3 отдельные группы. Самая большая состояла из 8 или 9 человек, что составляло почти половину всех присутствующих учеников. В центре круга стоял красивый молодой человек в парчевой мантии с фиолетовой меткой на переносице, которая испускала фиолетовое свечение. Его база совершенствования находилась на поздней стадии пространственного закаливания. Рядом стояла группа из 5 или 6 человек, собравшихся вокруг другого красивого молодого человека со слегка смуглой кожей. Однако у него были довольно длинные и узкие глаза, и он излучал несколько женственную ауру. Смуглый молодой человек также находился на поздней стадии пространственного закаливания, и эти 2 группы учеников были самыми расслабленными из всех, дружелюбно беседуя друг с другом совершенно беззаботно. В последней группе была Бай Суюань. Ее окружали несколько культиваторов женщин, которые также были весьма привлекательны, но бледнели по сравнению с ее ошеломляющей красотой. Бай Суюань стояла молча, слегка опустив глаза. Все ее тело испускало слабое белое свечение, придавая ей вид тихо распускающегося цветка снежного лотоса. В отличие от ее молчания, окружающие ее женщины тихо переговаривались между собой, осматриваясь по сторонам. Беседуя с окружающими, и молодой человек в парчевой мантии, и смуглый молодой человек время от времени бросали взгляды на Бай Суюань с вожделением и желанием в глазах. Что касается остальных учеников, то все они, как и Сун Кэ, стояли молча. Спустя некоторое время молодой человек в парчевой мантии еще раз взглянул на Бай Суюань, затем откашлялся и подошел к ней. «Ты, должно быть, младшая боевая сестра Бай Суюань, верно? Меня зовут Ци Хуань Юй. Рад знакомству. Я много слышал о тебе, в том числе о том, что ты тайная ученица лорда Daa Юнь, но, к сожалению, до этого у меня не было возможности с тобой познакомиться», сказал Ци Хуань Юй с вежливой улыбкой. «Ты слишком добр, старший боевой брат Ци.
как потомок заместителя лорда Дао Ци, ты известен всем в секте своими выдающимися способностями, и я слышала, что ты являешься ведущей фигурой среди всех учеников внутреннего двора», ответила Бай Суюань с легкой улыбкой. Ци Хуаньюй слегка опешил, услышав это. Он действительно был довольно известной фигурой, но никто раньше не называл его ведущей фигурой среди всех учеников внутреннего двора. Может быть, этот титул был присвоен ему без его ведома. В любом случае, он был более чем счастлив подыграть и не стал отрицать этот титул, усмехнувшись. «Ты слишком добра, младшая боевая сестра Бай». К такому произвольному титулу не стоит относиться серьезно. Учитывая твои исключительные способности, я уверен, что ты скоро меня превзойдешь. В этот момент к ним подошел смуглый молодой человек с холодной усмешкой на лице и фыркнул. «Ведущая фигура? Когда ты получил такой титул, Ци Хуаньюй? Почему я никогда об этом не слышал? Может быть, ты сам себе его присвоил?» На лице Ци Хуаньюя появилось холодное выражение, когда он посмотрел на смуглого молодого человека, а затем повернулся к Бай Суюань и представил. «Ты, вероятно, никогда о нем не слышала, но его зовут Тан Чуань, и он тоже ученик внутреннего двора». Выражение лица смуглого молодого человека слегка омрачилось, услышав это, но прежде чем он успел ответить, Бай Суюань сказала: «Как я могу не знать старшего боевого брата Тан?» Старший боевой брат Тан — единственный сын старейшины Цзин Мина из Дворца Небесных Пилюль, и твое мастерство в высшем искусстве духовного передвижения непревзойденно. Пожалуйста, как-нибудь научи меня, старший боевой брат Тан». В улыбке Бай Суюань, когда она говорила это, был намек на соблазнение, и гнев в сердце Тан Чуаня на язвительное замечание Ци Хуаньюя мгновенно угас, когда он поспешно ответил: «Ты слишком добра, младшая боевая сестра Бай». По правде говоря, я только начал делать свои первые шаги в высшем искусстве духовного передвижения, и Ци Хуаньюй был очень недоволен тем, что его внезапно исключили из разговора, и он усмехнулся. Было бы крайне неразумно тратить свое время на изучение такого посредственного искусства совершенствования, как высшее искусство духовного передвижения. Младшая боевая сестра Бай. Как ты смеешь смотреть свысока на высшее искусство духовного передвижения? Я заставлю тебя ответить за свои слова. Тан Чуань тут же вспыхнул от ярости, и из его тела поднялись клубы черного тумана, сопровождаемые слабым черным светом. Ци Хуаньюй был совершенно невозмутим, и метка на его переносице начала светиться фиолетовым сиянием. Окружающие их ученики также начали хмуро смотреть друг на друга, и внезапно атмосфера в зале стала крайне напряженной. На лице Бай Суюань появилась легкая улыбка, и она сделала пару шагов назад, освобождая место для Ци Хуаньюя и Тан Чуаня. Внезапно в зале раздался властный голос: «Наглость! Вы здесь, чтобы участвовать в испытании, а не драться друг с другом». В то же время по всему дворцу прокатилась волна невидимого давления, и все в двух противоборствующих группах, включая Ци Хуаньюя и Тан Чуаня, мгновенно оказались прикованы к месту. Даже Бай Суюань немного пострадала, и на ее лице появился легкий неестественный румянец. Всплеск давления охватил дворец лишь на мгновение, а затем исчез, и все снова смогли двигаться как обычно. Однако из-за этого вмешательства напряженная атмосфера в зале полностью исчезла. Молодой человек с квадратным лицом по имени Фан Юй появился во вспышке белого света, не скрывая своей ауры стадии Великого Вознесения, заставляя окружающий воздух гудеть и непрерывно дрожать. Он окинул взглядом Ци Хуаньюя и Тан Чуаня, затем многозначительно посмотрел на Бай Суюань и отвел взгляд. Ци Хуаньюй и Тан Чуань обменялись последними холодными взглядами, а затем повернулись и разошлись. Бай Суюань также отошла в сторону, слегка опустив голову. «Хорошо, теперь, когда все в сборе, мы можем начать испытание. Прежде чем мы начнем, я расскажу вам, что вам нужно делать во время испытания. Я скажу это только один раз, так что слушайте внимательно. Я не преувеличиваю, когда говорю, что успешное завершение испытания — это вопрос жизни и смерти для всех вас», заявил Фан Юй, не назначая никакого дальнейшего наказания Ци Хуанью и Тан Чуаню. Сун Кэ и все остальные, кто стоял по краю зала, также собрались вокруг Фан Юя, чтобы услышать, что он скажет. Вы будете проходить испытание в горном хребте ледяной бездны. Я отведу вас на окраину горного хребта, и чтобы завершить испытание, вам нужно будет отправиться в горы и убить темного снежного медведя стадии интеграции тела. Вы можете выбрать, работать ли с другими или убить медведя самостоятельно. Тем временем в боковом зале Хань Ли наблюдал за происходящим в главном зале с ноткой досады в глазах. Даже спустя столько лет Бай Суюань оставалась такой же озорной, как и всегда. Он также заметил, что она, похоже, начала использовать то же искусство совершенствования, что и лорд Дао Юнь. Соблазнительные техники, которые она только что продемонстрировала, были крайне продвинутыми, и два молодых человека полностью попались на них, не заметив этого. Вспоминая прошлое, Хань Ли осознал, что даже с его огромным духовным чувством он чуть не поддался соблазнению лорда Дао Юнь, поэтому неудивительно, что эти два вундеркинда стали жертвами чар Бай Суюань. Как и ученики внутреннего двора, он также внимательно слушал, как Фан Юй знакомит с содержанием испытания. Горный хребет ледяной бездны, да?
Это недалеко, пробормотал себе под нос Су Тунся. Хань Ли кивнул в ответ. К этому моменту он уже немного ознакомился с географией континента Древнего Облака, и действительно, горный хребет Ледяной бездны находился недалеко, к северу от горного хребта Колокольного звона. Более того, горный хребет Ледяной бездны не был особо большим. Предполагалось, что в нем обитает множество демонических зверей, но даже в этом случае двум истинным бессмертным, таким как они, не должно быть трудно защитить этих учеников внутренней секты. Внезапно Хань Ли поднял голову и посмотрел на вход в боковой зал. Почти в тот же самый момент там во вспышке пространственных колебаний появились две фигуры. Одним из них был мужчина средних лет в фиолетовой мантии с квадратным лицом и парой ярких глаз под тонкими бровями. У него были элегантные и изысканные манеры, но он все же выглядел властно. Рядом с ним стояла невероятно соблазнительная молодая женщина в белой мантии, никто иная, как лорд Да Юнь, наставница Бай Суюань. Они оба излучали мощную ауру, причем аура мужчины средних лет в фиолетовой мантии была немного сильнее ауры лорда Да Юнь. Лорд Да Ауян. Лорд Да Юнь. Су Тунся поспешно поднялся на ноги и сложил кулак в приветствии. Хань Ли также поспешно встал и поклонился. «Это вы двое назначены тайно защищать участников испытания, верно?» — спросил лорд Да Ауян. «Верно», — хором ответили Хань Ли и Су Тунся. «Я уверен, что вас уже ознакомили с содержанием испытания. Во время этого испытания ваша задача будет заключаться в том, чтобы справиться с любыми непредвиденными происшествиями, которые могут возникнуть. Помимо этого, эти ученики должны самостоятельно справляться с опасностями, возникающими при нормальных обстоятельствах, и если они не смогут этого сделать, то можно позволить им погибнуть во время испытания. Секте не нужны некомпетентные ученики, поэтому если они не могут пережить даже такое испытание, то лучше им умереть внутри секты, чем где-либо еще, сказал лорд Да Ауян непреклонным голосом. Су Тунся на мгновение задумался, а затем спросил: «Лорд Да Ауян, не могли бы вы уточнить, что вы подразумеваете под опасностями, возникающими при нормальных обстоятельствах?» Друзья, эти главы просто взрыв мозга. У Хань Ли осталось одно последнее задание перед столетним отпуском. Что может пойти не так? Да все. Сначала его черная сабля пытается сбежать, на ней метка настоящего владельца, духовный маячок. Снять ее можно за 100 лет, но времени нет. И что делает Хань Ли? Продает ее через анонимную гильдию странников, честно указав в описании: артефакт с меткой, все риски на покупателя. Гениально. Он не решает проблему, а перекладывает ее на кого-то другого. Но кто купит саблю и что будет, когда ее найдет настоящий владелец? Вопросы открытые. А теперь его задание – тайно охранять группу учеников во время испытания. Казалось бы, подарок, но это золотая молодежь, дети высокопоставленных старейшин. Среди них Бай Суюань и два парня – Ци Хуэнью и Тан Чуань чуть не дерутся за ее внимание еще до начала. А вишенка на торте – приказ – вмешиваться только в случае непредвиденных обстоятельств. Если ученики не справятся с обычными опасностями, им можно позволить погибнуть. Вот только где та грань между обычным и непредвиденным? Готовлю следующие главы. Увидимся!